Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Итак, провязали 150 ряд изнаночными петлями. Вот так у нас получается рисунок. И так как в 149 ряду мы сделали 3 петли прибавки, то теперь у нас всего, можно пересчитать, у нас должно получиться 292 петли. Теперь приступаем к 151 ряду. Первые 3 петли мы, как обычно, провязываем лицевыми, кромочные. Перебрасываем маркер. И сейчас, если обратить внимание на схему, первые 4 петли вот до серой полоски мы провязываем сейчас для симметрии. А далее то, что у нас идет за серой полоской, это у нас уже идет повторяющийся раппорт до конца ряда. То есть сейчас у нас по схеме идет накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Выполняем сразу после маркера накид. Теперь 2 влево, то есть сразу мы 2 петли вместе провязываем лицевыми. Теперь 2 вправо, вот так снимаем, перебрасываем и провязываем. Это у нас 2 вправо. И накид. То есть вот мы провязали первую часть вот этой схемы до серой полоски. Накид, 2 влево, 2 вправо, накид. А теперь у нас уже идет повторяющаяся часть. Это вот та часть, которая после вот этой серой полоски у нас на схеме. То есть сейчас мы провязываем лицевая, накид. Вот этот треугольник означает 3 лицевые вместе, накид и опять лицевая. Так, провязываем 1 лицевая, накид, 3 петли вместе лицевой. Мы сразу 3 петли вместе провязываем. Если хотите, можно провязывать эти 3 петли с средней петлей прям по центру. Но так как у нас этот элемент только в этом месте, в этом ряду, у нас не идет повторяющийся рисунок, то есть нам не нужно сохранять вот эту косичку. И можно просто сразу вот эти 3 петли вместе провязать. Затем у нас после 3 петель вместе идет опять накид и 1 лицевая. Затем у нас накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Выполняем накид, 2 влево, 2 вправо, вот так снимаем за заднюю стенку, перебрасываем, провязываем 2 вместе, накид. И затем у нас раппорт уже повторяется. Выполняем 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, опять накид, 2 влево, 2 вправо, накид, опять повторяется 1 лицевая, накид, 3 петли вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 2 влево, 2 вправо, накид. И опять у нас повторяется. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я подхожу к завершению 151 ряда. Весь рисунок у меня сошелся, то есть по петлям у меня ошибок нигде не было. То есть вот, если вы обратите внимание, вот я сделал у меня здесь 3 вместе, накид, лицевая, накид, 2 влево, 2 вправо, накид, лицевая, накид, опять 3 вместе, накид, лицевая, делаю накид. И у меня остается как раз 4 петли, которые мы по рисунку, вот если посмотреть на схему, у нас все симметрично. То есть как мы начинали с этого узора, и вот он у нас заканчивается. То есть вот я сделал накид, сейчас 2 влево, 2 вправо. Точно так же, как мы и начинали ряд. Вот эти 2 вправо провязываем последние. И также мы начинали ряд с накида и заканчиваем также накидом, перебрасываем наш маркер и здесь провязываем наши вот эти кромочные 3 петли лицевыми. Все, далее у нас
152 ряд мы провязываем полностью изнаночными и встретимся в 153 ряду. Итак, провязали 152 ряд изнаночными петлями. Сейчас приступаем к 153 ряду. По схеме это у нас будет уже получается третий ряд самого нашего раппорта. 151 ряд это был первый ряд нашего раппорта. И здесь в начале мы, как обычно, провязываем наши 3 лицевые петли. Кромочные, перебрасываем маркер. И здесь вот у нас до серой полоски на схеме мы провязываем накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Накид, 2 влево, сразу провязываем, 2 вправо, снимаем вот так за заднюю петлю, перебрасываем и провязываем 2 вместе лицевой. Затем накид. Все это для симметрии мы провязали. А теперь у нас уже будет повторяющийся раппорт. То есть следом у нас идет просто 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. А затем у нас опять накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Выполняем накид, 2 петли влево, 2 петли вправо мы снимаем, переворачиваем. И накид. И у нас уже повторяется. Сейчас выполняем просто 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь у нас накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Накид, 2 петли влево, 2 петли вправо, накид. И опять 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И опять у нас идет накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Итак, я подхожу к завершению 153 ряда. То есть вот у меня по рисунку здесь видно, у меня здесь накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Потом идет 1, 2, 3, 4, 5 петель лицевые. И как раз передо мной остается 4 последние петли. Мы здесь выполняем по рисунку, у нас идет накид, затем 2 петли влево и 2 петли вправо. Если вдруг у вас получилось, что у вас рисунок не сошелся, например, у вас здесь осталось, например, не 4 петли, как должно быть по рисунку, а 3, то вы перепроверьте, скорее всего, в 151 ряду, то есть не в изнаночном, а в предыдущем лицевом ряду, возможно, вы где-то пропустили, например, 1 накид. И теперь у вас не хватает одной петли. Но чтобы, например, все не распускать, вы можете, например, также из протяжки сейчас одну петлю поднять, чтобы завершить вот этот вот наш рисунок. Итак, вот я сделал последние 2 влево, 2 вправо. Теперь у нас по схеме идет накид. Перебрасываем маркер, который у меня свалился. Перебрасываем маркер и последние 3 петли мы провязываем просто лицевыми, как обычно. Все. Теперь сейчас мы приступаем к 154 ряду. 154. Мы его провязываем самостоятельно изнаночными петлями. Встретимся в 155 ряду. Итак, провязали 154 ряд до конца изнаночными петлями. Сейчас приступаем к 155 ряду. Этот ряд у нас будет точно такой же, как и 153. То есть вначале мы, как обычно, здесь провязываем 3 лицевые петли кромочные, перебрасываем маркер, и здесь у нас идет накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Выполняем накид, 2 влево, 2 вправо, меняем петли, провязываем 2 петли вправо и накид. И таким образом у нас и начинается ряд, и заканчивается.
То есть в самом конце ряда у нас остается 4 петли, и мы провязываем накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Перебрасываем маркер, провязываем 3 кромочные, и уже затем идет изнаночный ряд. Так, а здесь мы продолжаем наш вот этот раппорт, провязали. И здесь после уже серой полоски у нас идет по схеме 5 лицевых петель. Раз, два, три, 4, 5. А затем у нас накид, 2 влево, 2 вправо, меняем петли, накид и опять 5 лицевых петель. Раз, два, 3, 4, 5. И опять у нас накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Все, продолжаем вязать ряд таким образом до конца. И следующий 156 ряд провязываем самостоятельно, он у нас изнаночный. Встречаемся в 157 ряду. Итак, провязали 156 изнаночный ряд до конца. Сейчас приступаем к 157 ряду. И вот этот 155 ряд по схеме у нас был как 5 ряд. Сейчас у нас 157 ряд будет по схеме как 7 ряд. И вначале мы, как обычно, провязываем 3 лицевые кромочные, перебрасываем маркер, и здесь у нас по схеме сейчас идет 4 лицевые петли. Раз, два, 3, 4. Это у нас для симметрии. И затем у нас после серой полоски на схеме уже идет раппорт. И в конце мы также у нас остается последние 4 петли, и мы их провязываем просто лицевыми. То есть все по схеме у нас по рисунку петли сходятся. Итак, далее после серой полоски у нас на схеме идет накид. Затем 2 вместе с наклоном влево. То есть мы сразу 2 петли провязываем вместе. Затем 1 лицевая. 2 вправо, меняем петли, накид, и затем у нас 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. И у нас раппорт повторяется. Выполняем накид, 2 влево, сразу 2 петли, 1 лицевая, 2 вправо, накид, 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. Накид, 2 влево, 1 лицевая, 2 вправо, накид, 4 лицевых. Раз, два, 3, 4. И опять повторяется накид, 2 влево, 1 лицевая, 2 вправо, накид, 4 лицевых. Раз, два, 3, 4. Все, вяжем таким образом ряд до конца. И следующий 158 ряд провязываем самостоятельно. Это у нас будет четный ряд, и встречаемся в 159 ряду. Итак, провязали 157 лицевой ряд, 158 изнаночный. И сейчас приступаем к 159 ряду. По схеме это у нас будет 9 ряд, или как первый ряд, он точно такой же, то есть раппорт с этого ряда у нас уже опять повторяется. То есть после этого 9 ряда мы уже будем вязать 3-й ряд нашей схемы, потом 5-й, 7-й и опять. И так можно по кругу повторять. То есть сейчас мы вяжем точно такой же ряд, как мы вязали самый первый ряд. Первые 3 петли провязываем лицевыми. Это наши кромочные, перебрасываем маркер. И здесь у нас уже начинается наш узор. Здесь провязываем накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном вправо, меняем петли, провязываем лицевой, затем накид. Потом у нас по схеме вот эта серая полоска, и от нее мы уже провязываем наш раппорт. У нас сейчас идет 1 лицевая,
затем накид, 3 вместе, лицевой. Сразу вот эти следующие 3 петли мы провязываем лицевой вместе. Затем накид, 1 лицевая. Затем у нас накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Затем у нас 1 лицевая, накид, 3 петли вместе, накид, 1 лицевая, накид, 2 влево, 2 вправо, накид, 2 вправо, мы здесь меняем петли, накид, затем у нас опять лицевая, накид, 3 вместе, лицевой за заднюю стенку, накид, 1 лицевая, опять накид, 2 влево, 2 вправо, накид. То есть этот ряд у нас уже как первый, то есть он повторяется. Здесь у нас после 2 вправо накид, 1 лицевая, опять накид, 3 вместе, и таким образом по схеме провязываем ряд до конца. То есть в самом конце ряда мы также провяжем вот эти 3 петли вместе, накид, 1 лицевая у нас будет, потом и мы заканчиваем, у нас в конце остается 4 петли, мы провязываем накид, 2 влево, 2 вправо, и все, у нас уже петли закончатся, мы выполняем накид и уже потом перебрасываем маркер и последние 3 петли кромочной провязываем лицевой. И затем уже 160 ряд мы провязываем изнаночными, как обычно, и встречаемся с вами в 161 ряду. Итак, провязали 159 и 160 ряд до конца, это у нас был изнаночный. Сейчас приступаем к 161 ряду. По схеме это у нас 3-й ряд, 3 петли первые кромочные провязываем лицевыми, перебрасываем маркер, и здесь у нас по схеме идет накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Выполняем накид, 2 влево, 2 вправо, меняем петли, накид. А затем у нас уже идет повторяющийся раппорт. Сейчас у нас подряд провязываем 5 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь у нас идет накид, 2 влево, 2 вправо, накид. И теперь 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 влево, 2 вправо, накид. И опять 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И затем у нас накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Вяжем таким образом ряд до конца. И в самом конце у нас также останется 4 петли. И мы выполняем по схеме накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Перебрасываем маркер, провязываем 3 последние кромочные лицевыми. И затем 162 ряд мы провязываем изнаночными и встречаемся в 163 ряду. Сейчас приступаем к 163 ряду. По схеме это у нас 5-й ряд. 3 кромочные петли у нас лицевые, как обычно. Перебрасываем маркер. В начале у нас идет накид, 2 петли влево, 2 петли вправо, переворачиваем, провязываем 2 вместе, накид,
Затем после серой полоски по схеме у нас так же, как и в предыдущем лицевом ряду, идут 5 петель лицевые. Раз, два, три, 4, 5. Затем у нас накид, 2 влево, 2 вправо, накид. И у нас раппорт повторяется. Идет 5 петель лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Накид, 2 влево, 2 вправо, накид. 2 влево провязали, 2 вправо. Меняем петли. Накид. И опять 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. И затем у нас накид, 2 влево, 2 вправо, накид. И точно так же у нас закончится ряд. В самом конце у нас будет 2 влево, 2 вправо, накид, перебрасываем маркер и 3 петли кромочные лицевые. 164 ряд провязываем изнаночными и встречаемся в 165 ряду. Итак, сейчас приступаем к 165 ряду. По схеме это у нас 7 ряд. Первые 3 петли у нас, как обычно, лицевыми. Перебрасываем маркер. Затем у нас идет 4 лицевые петли. Раз, два, 3, 4. Это для симметрии. Затем у нас идет серая полоска. И после серой полоски мы выполняем накид, 2 петли лицевые вместе с наклоном влево, 1 петля лицевая, 2 петли с наклоном вправо. Снимаем за заднюю стенку, переворачиваем, провязываем 2 вместе. Затем накид и 4 петли лицевых. Раз, два, 3, 4. И у нас уже раппорт повторяется. Выполняем накид, 2 вместе влево, сразу провязываем, 1 лицевая, 2 вместе вправо, за заднюю стенку снимаем, переворачиваем, 1 накид, затем 4 лицевых. Раз, два, 3, 4. Опять накид, 2 вместе влево, 1 лицевая, 2 вместе вправо, накид, 4 лицевых. Раз, два, 3, 4. И также в самом конце у нас будет просто 4 последние петли лицевые. И затем перебрасываем маркер, провязываем последние 3 петли кромочные также лицевыми. И затем уже 166 ряд мы провязываем самостоятельно изнаночными петлями. Встречаемся в 167 ряду. Итак, провязали 7 ряд нашего раппорта. И 165 ряд у нас по счету лицевой, 166 изнаночный провязали. Сейчас приступаем к 167 ряду. По схеме это у нас 9 ряд. Первые 3 петли у нас кромочные лицевые. Перебрасываем маркер. И здесь у нас накид, 2 вместе влево, 2 вместе вправо. Перебрасываем петли и накид. Это мы провязали для симметрии. Далее у нас серая полоска и после нее уже повторяющийся раппорт. Сейчас у нас идет там лицевая, накид, 3 вместе лицевой, сразу 3 петли вместе провязываем, затем накид, лицевая. Затем накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Выполняем накид, 2 влево, 2 вправо, накид. И у нас раппорт повторяется. Лицевая, накид, 3 вместе
лицевой, накид, лицевая, затем накид, 2 влево, 2 вправо, накид, 2 вправо, перебрасываем петли, провязываем лицевой, накид, и у нас опять повторяется лицевая, накид, 3 вместе петли лицевой, накид, лицевая, накид, 2 влево, 2 вправо, накид. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В конце ряда у нас получится, что мы провяжем накид, 2 влево, 2 вправо, накид. Перебросим маркер и провяжем крайние кромочные 3 петли лицевыми. Сейчас провязываем этот ряд до конца. Затем провязываем 168 ряд изнаночными петлями и встречаемся с вами в 169 ряду. Итак, провязали последний 168 ряд до конца изнаночными петлями. Сейчас приступаем к 169 ряду, и нам остается провязать всего 2 ряда. То есть вот этот 169 и еще 170 ряд. Итак, первые 3 петли мы провязываем без изменений, как обычно, 3 лицевые петли. Затем маркер здесь уже можно снять, он нам больше не пригодится. И затем после 3 кромочных петель мы выполняем накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Выполняем накид и 1 лицевая. И так как мы ряд начинали с 1 накида, то в конце у нас тоже будет последний накид и уже затем 3 кромочные петли. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, вот я подхожу к завершению ряда, у меня осталось несколько петель. Так, я сделал лицевую. И продолжаем чередовать накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Последняя лицевая. И так как мы ряд начинали с накида и заканчиваем ряд также накидом, маркер мы снимаем, он нам больше не нужен. И последние 3 петли мы просто провязываем без изменений лицевой. Все, вот так мы завершили 169 ряд. Сейчас приступаем к 70 ряду. Будем закрывать вот эти все петли изнаночными. Первую петлю мы также провязываем изнаночной. Я вставляю спицу в первую петлю и провязываю ее изнаночной. Следующую, вторую петлю, также изнаночной. У меня сейчас вот здесь на этой спице 2 петли, и я их возвращаю на левую спицу. И провязываю их сразу 2 вместе. Также изнаночной. Все петли мы здесь провязываем изнаночными. Затем следующую петлю провязываем изнаночной. У нас опять на этой спице 2 петли. Мы их возвращаем и провязываем вместе. Следующую петлю также провязываем. У нас опять на спице 2 петли. Мы их возвращаем и провязываем вместе. У нас теперь 1 петля. Следующую провязываем изнаночной. У нас опять 2 петли. Возвращаем и провязываем их вместе. Следующую изнаночной. Опять 2 петли на спице. Возвращаем, провязываем вместе. Провязали 1, вернули 2 и провязали их. Опять провязали 1 и вернули уже 2. И их вместе провязали. Опять провязали 1 и вернули 2. Провязали вместе. И таким образом мы продолжаем вязать ряд до конца. Провязываем 1 петлю, у нас получается 2 петли на спице.
И мы их провязываем вместе. И вот так у нас здесь получается вот такое закрытие петель. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, вот я подхожу к завершению нашего самого последнего ряда. Вот у меня здесь остается одна петля. Мы ее последнюю также провязываем изнаночной. И теперь вот эти две петли провязываем вместе. Вот так. Теперь здесь я нить обрезаю, оставляю пару сантиметров. И теперь в эту петлю я вот этот хвостик вот так протягиваю крючком. Не обязательно крючком, можно просто и пальцами протянуть. Я вот так это 2 раза сделаю. Узелок. И теперь я его, этот узелок, вот так затяну. Все, у нас он никуда не денется. Он здесь очень плотно провязан. И теперь этот хвостик можно назад вернуть. За петлями здесь его вот так запутать. И у меня вот эта нить состоит вот так из 2 нитей. Я ее раздербаню сейчас. И за петлями ее просто между собой вот так на 2 узелка завяжу и обрежу этот кусочек. И вот такая кайма у нас получилась. Ее нам теперь осталось только постирать и заблокировать. Блокировать я буду вот за вот эти части, то есть где у нас вот этот узор идет. Я прям вот так ее хорошо буду растягивать вот в этих местах. Вот таким вот образом. Все, чтобы у меня все петли распрямились и встали на свои места. А также я вам напоминаю то, что у нас с вами в Instagram есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», по которому я ищу ваши работы, которыми вы вдохновились после просмотра моих видео. Очень приятно и очень интересно смотреть на ваши успехи. Я лайкаю их, делаю скриншоты, ну и показываю в конце своих видео. Ставьте лайк этому видео, если оно было вам полезным. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Мне будет очень приятно видеть вас в числе своих подписчиков. Присоединяйтесь ко мне в Instagram, там тоже интересно. Ну а с вами был я, Эд. До скорого.